судьбы никуда не уйдешь. Здесь кто-нибудь есть? Страшный сон. Остались бы без ничего. Господи, ну вот мне даже стыдно, честное слово. Бог да Бог, да сам не будь плох. Хватит на мой век. Вот и детская площадка. Скоро недавно было. Там было землетрясение. Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы находимся в вымирающей деревне Новосибирской области. Хотим познакомить вас с очень интересными людьми, которые из-за сложившихся условий долгие годы находятся в непростых обстоятельствах. Все они невероятно добрые, открытые и гостеприимные люди, которым нам очень хочется помочь. Особенно маленькой девочке Вике. Они с мамой находятся практически без средств на существование. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца и не забудьте подписаться на наш канал. Прямо сейчас мы начинаем. Сейчас мы приехали в еще одну деревню, она называется Конево. Здесь очень много также заброшенных домов, и еще здесь дома буквально продаются тысяч по 15, по 20. То есть люди уезжают, бросают свои дома, и вот за какие-то небольшие деньги кому-то пытаются продать. Сейчас мы здесь пройдемся по деревне и расскажем, как здесь люди живут. А раньше сколько населения было? До хрена. Кто умер, кто уехал. А наша деревня-то большая была, считай, до самого Курака. А сейчас все вымерли. Школа, больница, здесь ничего такого нету? Больница в Кураке, школа в юртах. Это сколько расстояние? Ну, если от меня, то, наверное, километров 7-8, так вот, в ту сторону. И здесь-то такое же расстояние в юртах. У вас ребенку 5 лет, да, вы сказали? Вы в садик туда водите? Нет, я никуда не вожу. Много ребятишек, которые в садик не ходят. Просто что добираться невозможно. Добираться не на чем, ну. Вы вот здесь вот, ну, чем занимаетесь? Да, вон огородом. Ребенок у вас чем? Тоже бегает в огороде, копается? Ну, со мной вместе. Привет! Тебя как зовут? Викой. У нас тут небольшой есть подарочек для тебя. О, спасибо. Набор первоклассника, но я думаю, тебе тоже порисовать, повырезать. Что-то, я думаю, будет полезно. Да. И вот вам еще тоже небольшая такая продуктовая, это маме, наверное, тяжело тебе будет. Спасибо. Там такие самые основные продукты. Ты дома спала, что ли? Да, и я выспалась. Выспалась? Угу. Мне какой-то сон приснился. Помнишь, что приснилось? Страшный сон. Страшный? Да. Там было землетрясение. Ого. Мультики насмотрятся, сейчас мультики-то какие идут. Тебе в деревне нравится жить? Ну да. Кот залез. Вам, может быть, помочь сейчас? Мы бы вместе сходили, воду набрали бы вам. Ну да. Давайте сходим. Относи домой, убирай. Крапива. Крапива где? Да я вон чуть-чуть. В нее не попала. Она жарится. Там неудобно с ней было учиться. Нормально. О, Вань, смотри, скворечники. А зачем их вот так вот много поставили? А в них сейчас живут? И вы вот отсюда набираете, да? Деревья. Ну вон заклеенные, а что они? Угу. А сколько вот в день ведер воды используете? Ну вот у меня этот мотоблок, где фляги привезут. Вот такие 2 фляги, да? Да, И насколько хватает? сутки. А баня, ну баню побольше. Ну, понятное дело. О, это ваша кошка? Наша. Если кошка пьет, значит нормальная вода. Вот этого бочонка буквально, да, там на день хватает. Казалось бы, да, 21 век, а все равно вот еще очень-очень много мест, что вот люди ходят до реки, набирают воду, топят свои дома, без всяких коммуникаций, газа.
Многие даже без электричества есть в деревне. А мы вот все вот привыкли к комфортной жизни в городе, где у тебя пришел дома тепло, нажал кнопочку, включил свет. Вот эти все удобства, конечно, людей расслабляют. Здесь вот мы встречаем очень много долгожителей, потому что они всю жизнь работали. Когда ты работаешь, твое тело, оно постоянно в движении, у тебя нет каких-то застоев, плюс свежий воздух, правильная еда, какие-то витамины. Вот это все, оно, наверное, и влияет на то, что люди вот доживают до такого возраста. При этом, в принципе, никаких серьезных особо проблем нету. А в городе люди за счет экологии, за счет там, продуктов каких-то, комфортной жизни, у людей быстрее появляются болячки и, соответственно, и люди меньше живут. А вам нравится жить в деревне? Так уже нам куда деваться-то? Вы привыкли в городе, мы привыкли в деревне. А это у вас баня? А можно посмотреть? Да пожалуйста. Вот такие бани в деревнях. Чтобы вы понимали, это мне по грудь здесь проход. Оба! Ага. Деревня, все по-деревенски, ну не городское, но как можем. Когда-нибудь бы приехал, помылся, ты бы отсюда не вышел. Не, ну все равно здорово, когда баня есть. А вы в город почему не уедете? Терпеть не могу. Я оттуда в 15-м году приехал. Чем занимались? Кондукторила. Не понравилось? А почему? Там с жильем туговато. Какие вот вы со своей стороны видите плюсы жить в деревне? Свежий воздух. Вода речная. В деревне все свое. Огород посадил, зимой не мучаешься. И огурцы, и помидоры. Все уже наготовлено, насолено. А Вика сейчас чем занимается? Сидит, вырезает. Мы просто ее хотели бы еще позвать, там, спросить у нее кое-что. Вик, расскажи, чем вот, допустим, ты в течение дня занимаешься? Что тебе нравится делать? Во что играть? Догонялки с Настей. Ну и в прятки. А у тебя есть какая-то мечта? Ну да, Какая? девчачья. Я хотела коня. Ну, розового. На него садишься, да? И качаешься. Ну да, катаюсь. В зоопарк хочешь сходить, на животных посмотреть? Да нет, они кусаются. А они там за решеткой. За решеткой? Да, там обезьяны, медведи, Ну да. тигры, львы. Очень много всяких. Попугаи, Ну да. птицы. Ну а в Сибирск не собираетесь как-нибудь приехать? М-м. В зоопарк, если что, пойдешь? Ну да. Я думаю, ей интересно будет. Она же не видела многих животных. Еще увидимся. Друзья, мы вот сейчас едем к заброшенному совхозу. Вот если отсюда видно, вон торчит крыша. И интересно посмотреть, как там все устроено. Это, наверное, зерновой склад, да? Там вон большие крыши такие вытянутые. Сейчас пойдем посмотрим. Здравствуйте. А вы не подскажете, вот этот совхоз, он заброшенный уже? Да. Не работает? Нет. А вы здесь пасете, да? Животных? У нас для вас есть небольшой подарочек. Возьмите. Это мы внимание старшему поколению оказываем. Здесь продукты. Спасибо. Пожалуйста. А вы на кого-то работаете, что вот, ухаживаете? Нет, себе. Кроме овечек, кто-то еще есть из животных? Коровка, Коровка есть. больше ничего. Один за всем ухаживаете или у вас есть вот, Один. а сыновья, там, жена? Один в городе. Детям до себе. И так каждый год разводите, да? Ну, А вам сколько лет? мне 84-й. Не тяжело держать животных? Ну, Справляетесь? тяжеловато, конечно, ну надо. Шевелиться, иначе, да? Иначе не проживешь, как говорится. Ой, Пенсии-то не хватает. А чё туда он? Помаленьку глажу, она уже привыкла ко мне. прям за вами идет. Вся в этих в колючках. Видел, Вань? А вы с ними целый день гуляете? Да. А нельзя, если бы оставил, то собаки рвут маленьких. У меня вот недавно 2 штук. Не пошел, что-то задержался. Пришел уже разорванный. Он погладить, наверное, хочет, чтобы погладили. Ну иди сюда. Любят вас животные. Всю жизнь в деревне, куда денешься. Раньше где работали? Я агрономом работал. И развалили, и все растащили, побросали вот эти. Все это дворы были, и коровы, и овечки были, и лошади были, все было. И трактора, и все
Потом куда-то все ушло и остались мы без ничего. Эта поездка открыла нам глаза на многие вещи. И мы очень надеемся, что этот выпуск заставит и вас задуматься. Я хочу обратиться к тем людям, кто смотрит наш канал без подписки. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. И очень большой процент наших зрителей, к сожалению, смотрит нас без подписки. А те, кто уже стал частью нашей небольшой семьи, я хочу попросить, чтобы вы проверили, стоит ли у вас колокольчик. Он отвечает за отправку уведомлений о выходе наших новых видео. Напишите комментарий, поставьте лайк. Все это влияет на продвижение нашего канала в просторах YouTube. Сейчас алгоритмы стали еще жестче. Я понимаю, что, наверное, надоедаю вам, говоря все это, но для нас это правда очень важно. Спасибо всем вам за ваше понимание, а сейчас продолжаем просмотр. Здрасте. Спросить хотели. Подскажите, а вот здесь вот эти заброшенные здания, это что раньше здесь было? Вот это зерноток колхозный. Там зерно хранили, да? Да, тут развалины разбитые. Ну да. Сейчас ликвидировали это все. А вы застали то время, когда здесь вот еще все вот это работало? Я работал здесь в то время. Площадку видели? Заасфальтированную. Мгм. Вот за этими зданиями. Мгм. Тут все зерном заваживали. Всё И за- склады всё забито все, было. да, и склады все, они под зерном были. Когда колхоз был здесь. А Фермер. какая сейчас здесь работа, чем люди занимаются? Вообще ничем. Только хозяйством своим, получается. Вот только тут фермерством занимаются. Остальные, кто может двигаться, у кого еще там техника есть, белорус, сено кто может ставить, держит коров. С промышленного района приезжают, молоко собирают. М. Вот они им сдают еще, этим живут все. Тут раньше не такая деревня была. Здесь колхоз был. Полеводством занимались, скотоводством. А вы сейчас уже на пенсии? Да. Ну, то сейчас уже все не работаете. Ну, так фактически нет, но эту десятку пенсий, которые тут сейчас всем оплачивают от 10-12 рублей, на нее можно прожить? Вот приходится маленько подкручиваться, там подрабатывать, там А подрабатывать. вот какая подработка? Ну, бабушкам помочь. Привожу дров Им туда возите? бабушкам вот этим. Привезешь им дров, ну вот они там мало-мало оплатят. За бензин, за керосин, да за все. Ну, у вас хорошо, да, у вас машина есть, хотя бы, ну, какой-то источник заработка она. Ну да хоть даёт. что-то маленько есть, а это весь заработок 2 месяца, 2-3 месяца. А зимой? А зимой все здесь мертвым стоит. Можете про свою машину рассказать? 87-го года. То в городе уже такие машины-то Да и их не нету встретишь. ГАЗ-53, да? 8-цилиндровый, V-образный. А она у вас давно? Лет 8-10 где-то. Вы именно к пенсии, да, для подработки специальные взяли? Я тоже фермером был. Потом с этим вопросом все завязал. Ну вот взял для себя, где дров привезти, где Ну, правильно. сено, где что там подвести. Держать, допустим, корову, там, коней, не знаю, коз, это выгодно? Или проще купить, например, там мясо готовое и молоко тоже? Если вы двигаетесь, если у вас есть на чем-то скосить сено, но если это всего нету, нанимать, Покупать, если покупать, да, корм. ну это Невыгодно, невыгодно. да? Нет, конечно. То есть многие держат именно для себя, чтобы просто было здоровое мясо, ну, да, не Ну да, выращенное. Ну и хоть И мало-мало всё самому натуральное. прожить как-то. Часть для себя идет, часть продают и как-то этим и живут. Знаете, какой вот еще хотел задать вопрос? Вот что вы думаете будет с деревнями по России лет через 50, если сейчас такая уже обстановка? Да я думаю, они до 50 не проживут. Если такая обстановка будет через 10 лет, может долгожители, кто старый еще мало-мало шевелится, тут останется, а больше тут никого не будет. Что нужно сделать, чтобы вот деревни стали снова развиваться? Вот что для этого нужно? А для этого много не надо, всего лишь навсего дать людям работу. Ну хотя бы какую-то большую организацию, которая могла бы тем же зерном заняться. Ну, чтобы на свой внутренний рынок, чтобы потом это просто продавалось, да? Ну конечно. Если в такое будет отношение, какое сейчас, не продержится. А как они продержатся, когда здесь никто не остается? Только одни пенсионеры, а пенсионеры имеют свойство вымирать. Мимо проезжали, увидели детскую площадку. Она еще недостроенная, не обработали, да, потому что, конечно, в таком состоянии бы, чтобы лазили дети, это, конечно, нехорошо. Качелька, ну и песочница еще будет. Здрасте!
какой красавец. Это красавица. Да, красавица. Вы что, площадку фотографируете? Да. А мы это не доделали, вот только едем. Все-таки что еще планируется делать? Ну, мы не знаем, но желаем, чтобы побольше что-нибудь сделали. Ну да, то стоит одна качелька, да, Ну, это вон. только что сделали, вот ее недавно только поставили. Ну, нормально получилось. Да, симпатично. Ну, видно еще работа, конечно, Но мы здесь. еще не это. Нам А, только вы красите, да, здесь? Только сегодня доставили вторую партию краски. А смотрите, а вот то, что я вот обратил внимание, вот с этой стороны, Вторые, да? с этой стороны вот здесь, ну, как дети, не дай бог, там лицом. Ну, это так сделали нам, это не мы делали, это нам. Они будут обрабатывать еще это? Навряд ли, раз покрасили уже. Навряд ли, да? А вы вот то, что делаете, это вот, ну, красить, это вы на общественных началах или вам платят за это? Нет, наши внуки тут ладят, дети, внуки. Вот и мы нам сделали, вот краску дали, чтобы попросили, чтобы мы хотя бы покрасили, чтобы для детей, чтобы весело было. Вы сейчас на пенсии, да? Вы не работаете? Нет, нам же А, откинули вы- на 1,5 года. Ну, вы на почте, да, еще пока Ну. работаете? А вы? А я пенсионерка. На пенсии уже. Ну, здесь с работой же совсем очень туго, да? Да, Да, конечно. здесь ее нет работы. Ее нету, вот продавец, почтальонка, И все. все в нашей деревне. Все? Да, Да. все. Сколько платит зарплату? если не Было секрет? 3000, сейчас вот с прошлого года 5. В месяц вам 3000 платили? Где вам нравится больше, здесь или в городе? Деревни вымрут, но я вот не знаю даже, как вот молодежь, как они. Вот в город тоже не просто попасть. Качель на карабинах держится. Если дети будут сильно шататься, она вылететь может отсюда. Думаешь? Конечно. Года не пройдет. А кто-нибудь подойдет, открутит ее и все. Вот и детская площадка. Восхищают такие люди, которые не боятся работы, живут, радуются жизни. Они просто хотят, чтобы их дети, их внуки жили хорошо, жили в каких-то более лучших условиях. И они все стараются для этого делать. Они на самом деле пример для многих из нас. Это вам такая небольшая продуктовая помощь от молодежи старшего поколения. Да, Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Дай Бог здоровья. И вам. Переехали на другую сторону вот деревни Конева. И вот это у них единственный магазин, который здесь есть. Даже техника, которая есть, тоже вся старенькая уже. Покрышки прям голые уже. И тут все заржавевшее, ничего не менялось. Сейчас вот мы остановились еще возле одного дома. И видно, что крыша обтянута брезентом. Участок прям тоже такой аккуратненький, прибранный, цветочки растут. Мы заметили, что у всех пенсионеров, хоть и у них дома, да, вот такие как бы старенькие, которые требуют уже ремонта, но при этом участки у них у всех ухоженные. Не было такого, чтобы мы к кому-то приехали, у кого-то был там полузаброшенный участок. То есть все, кто живут, они все работают, они все хотят, чтобы у них было уютно, у них было хорошо. Ну, дрова, понятное дело, наверное, пенсионеры, они сами не рубят, нанимают кого-то, но при этом это все очень аккуратно. Здравствуйте. Здрасте, а мы вам тут продуктовую помощь такую небольшую Господи, завезли. ну вот мне даже стыдно, честное слово. И Не-не-не. я же не нуждаюсь в этом. Мы поддерживаем пенсионеров. Ну, это проходите. такая небольшая помощь. Хотел спросить, то, что у вас крыша обтянута брезентом, это то, что протекает сильно, да? Ну да, это ветром сняло, а так все было нормально. А сейчас вот то, что вы обтянули, это помогает? Да нет, это все попортили, они будут переделывать там. А, вам переделывать, да, Да. будут? Сын ну, приедет слава богу. с внуком и переделают. Как вам живется? Как со здоровьем? Ну как здоровье? Вот валерьяночка на столе. Скорая недавно была. Пойдет. Воду где вы А берете? воду я, вот речка, качаю, оттуда вам насос там в речке. А на питье зять привозит. А, вот шланг, да? Да, и туда. Он прям до речки идет? Да, там насос в речке. Тут сколько? Здесь же немного, метров 20, да, наверное? 80. 80 метров шланга протягивали? Да, вот провод. Шланг. Ого. То есть вы включаете, а сколько ждать приходится, пока он докачает? Тут же я включу, и тут же вода пошла. Дома сколько лет, не знаете? Ой, говорят, очень много. Да? Хватит на мой век. Небольшую такую помощь продуктовую привезли. Давайте поставим.
Ну, спасибо большое. Пожалуйста. Дай Бог вам здоровья. И вам. Бог да сам не будь плох. А у вас вот болячка, может, лекарство какое-то вам надо купить? Да нет, у меня сноха медик высшей категории в Новосибирске. С теплицы шла, нет бы 2 раза взять, значит, тару, а я в одной руке ведро, в другой, значит, остатки от помидоров. И я упала, и вот уже 2-й год никак не заживают, что только не испробовали. Учительница здесь где-то недалеко работали? Здесь работала 49 лет. Столько учеников воспитали, вырастили. 5 выпусков сделала своих классов. Кто где по России сейчас. Продолжателей моих уже 16 человек, которые стали преподавателями английского языка. А здесь вы, одна живете? У вас есть кто помогает вам? Понимаете, такая, видимо, судьба, от судьбы никуда не уйдешь. 55 лет сын один кончал высшую школу медицины. Потом внук, значит, 32, возраст Иисуса Христа, тоже. Муж был математик, физик, тоже всю жизнь проработал в школе. И последний сын, вот 61 год, тоже еще бы жить, дожить. Здесь вот, это получается ваш участок вот этот весь? Да. Ну вот я смотрю, у вас очень прям красиво. Вы сами за всем ухаживаете или помогает кто-то? Ну, стараюсь многолетки садить, поэтому цветы все многолетние. Вы бы пораньше приехали, когда все цвело. Внучка, значит, весь огород, чтобы не садить, она засеяла клевером белым. Младшему поколению какой-то совет дать? Жить правильно, по совести, вот и все. Ну а вам моих пожеланий не счесть. Да и зачем их делить на части? Все они, сколько есть, объединяют 2 слова: здоровье, счастье. И вот тоже можно посмотреть, стоит кирпичное здание, которое, наверное, себестоимость его несколько миллионов, потому что из кирпича сделано. И оно продается за 40 тысяч рублей, даже, 39 тысяч. А когда-то здесь был продуктовый магазин. Здесь кто-нибудь есть? Не похоже, что здесь был продуктовый магазин. Здесь, походу, просто было здание, где сдавали в аренду разные помещения. О, вот смотри, просто все завалено. Тагучинский район, Куракская, Красный. Какой год, интересно? 2007 всего лишь, не так давно. Приказ, распоряжение: уволить. Задание водителю. Безопасность движения сельскохозяйственных машин. То есть здесь, наверное, еще какое-то административное здание было. Даже решетка есть. Касса, скорее всего. Наверное, касса она была. Люстры даже, вот смотри, какие еще остались, не поснимали. Чё? В паутину врезался. Ладно, поедем дальше. По дороге, когда уже начали выезжать, встретили. Ваша, да, машина? Да, да. А какого года она? 71-го или 70-го. А модель какая у нее? ГАЗ-69. ГАЗ-69? Вы на ней вот как повседневно каждый день катаетесь? Ну так езжу, пойду по лесу. Не подводит она? Да вроде нет. Крыша у вас металлическая, она не протекает, ничего? Нет, вроде. И сзади даже место есть. Горело я тут. Горела она у вас? Ну, их мало осталось уже. Их в России-то немного осталось, таких машин. Ну а так, коробка все и в родной стоит. Фонари все светит, да, работает у вас? Светит. Как вы ее заполучили? Купил в Бельске-то еще. А давно купили? Да лет 10 назад. 1025, наверное, я отдавал. 25 тысяч? Ну, 10 лет назад. Мы сейчас приехали на местное озеро. Можете посмотреть, здесь такое вот небольшое озеро. Здесь даже есть водопад маленький свой. Очень красиво, конечно. Небольшая плотина. А вода-то, посмотрите, просто прозрачная. Дно очень хорошо видно. На самом деле, вот такие места, которые ты вообще никак не ожидаешь увидеть, как-то найти, это просто непередаваемые эмоции. И где бы мы бы еще вот такое в городе бы увидели, такую красоту. Настроение очень сильно поднялось. Я рад, что вот мы нашли какое-то такое уютное, комфортное и спокойное место. Сделано все вручную.
Вода, кстати, не холодная. Но, к сожалению, как и в любом месте, где отдыхают люди, всегда присутствует мусор. Причем здесь же его немного, но неужто было сложно убрать? Такая красота здесь в округе. И вот здесь открывается вид на все озеро. Красиво. Перед отъездом мы решили немножко подкрепиться, пожарить сосисочки и выдвигаемся домой. Последний раз вот так вот, чтобы где-то пожарить сосиски на природе, наверное, последний раз в детстве мы так делали, когда с классом куда-то выходили на какие-то пикники. Мы собираемся приехать в эти деревни еще раз, только теперь уже с подарками и сюрпризами. Хотим обратиться за помощью к вам. На нашем канале есть функция спонсорства. Оформив ее, вы поможете нашему каналу. Спонсоров у нас немного, но мы благодарны каждому из них за их поддержку. В следующий наш приезд мы хотим уделить внимание каждому герою из наших последних 2 выпусков про деревню. Буду вам благодарен, если вы захотите мне помочь. Реквизиты для помощи будут в описании. Я вас всех обнимаю. Увидимся через неделю. Пока.